Друзья, всем привет! Лето продолжается, и тема бассейна актуальна как никогда. И сегодня я вам хочу рассказать о том, что стало с нашим каркасным бассейном за 4 года эксплуатации. Поехали! Итак, напомню, 4 года назад мы купили себе вот такой вот каркасный бассейн Intex Prism Frame 366 на 76. И за это лето, за 3 недели мы покупались в нем, к сожалению, всего лишь 2 раза. Погода на улице ужасная, вода постоянно холодная, лето началось холодное, но будем надеяться, что дальше будет лучше. Даже с учетом того, что мы построили себе очень классную печь для бассейна, мы его грели до 30 градусов, но на улице, повторюсь, холодно, ветрено, идут дожди, ну и просто не совсем комфортно купаться. Поэтому пока ждем хорошей погоды. Все это дело у нас фильтруется вот таким вот фильтр-насосом Best Way на 3 куба. Насос на самом деле очень классный. Это песочный фильтр, и я советую ставить исключительно песочные фильтры, потому что они фильтруют даже мелкую взвесь, в отличие от картриджных фильтров. Здесь же у нас стоит еще и циркуляционный насос, который у нас засасывает воду из бассейна и посылает в нашу печку, после чего толкает ее дальше в бассейн. Все это дело идет по кругу. Так мы его и греем. Оба насоса у нас стоят в специальном построенном домике для этих целей, чтобы на них ни дождь не капал, ничего, как-никак это электроприборы. Ну и рядышком стоит наша печь. Для бассейна мы приобрели кучу аксессуаров, но самое главное это скиммер. Скиммер вещь незаменимая. При помощи нее у вас будет постоянно чистый бассейн, он всасывает в себя всю грязь именно с поверхности воды. Всасывая грязь с поверхности, он просто не дает ей утонуть. За счет этого у вас всегда остается чистая вода. Вся мошкара, весь пух, все мелочи, все уходит туда. И в дальнейшем засасывается фильтр-насос. Что же касается чаши. Материал у чаши очень плотный, и за 4 года эксплуатации с ним ничего не случилось. Хранили мы все это дело в доме зимой. В доме примерно плюс 5-10 градусов мы поддерживаем, поэтому все осталось целое. Единственное, если посмотреть, то, сверху, конечно, где брались руками, он грязноват. Что же касается металлического каркаса, то на местах стыков, где он двигается, когда в нем прыгают дети, появилась ржавчина. И ржавчина появилась, кстати, на 2-й год. Напомню, он у нас уже 4-й год. Эта ржавчина уже по всем стыкам. Но на самом деле на эксплуатационные характеристики это не влияет, только внешний вид. Ни одна из труб не проржавела насквозь и не лопнула, все это поверхностно. Поэтому за ржавчину сильно бояться не стоит. Все пластиковые стяжки и стойки на месте. Что касаемо сварных швов на ножках, то здесь вопросов никаких, они целые. Ножки также целые, и их пластиковая основа тоже целая. За 4 года на солнце под дождем ничего не рассыпалось, ничего не отломалось. Также до сих пор очень крепко держит и натяжной ремень, который идет по кругу всего бассейна. Со временем эта лента растягивается, но в моем случае за 4 года все окей. Напомню, на дворе середина июня, а мы сливаем наш бассейн, и сливаем его не просто так. Не из-за того, что на улице плохая погода, а из-за того, что мы с женой придумали новый проект, и мы будем все это дело менять. Сам бассейн у нас стоит на специальном постаменте. Напомню, у нас немного наклонный участок, и чтобы выровнять его, мы сделали вот такой вот постамент. Внутри насыпана земля, сверху идет пеноплекс, он не дает промерзать бассейну ночью. И все это дело ровно выставлено, и на нем стоит бассейн. Но, как я уже сказал, мы будем все это менять. А менять по какой причине? Прошло 3 недели лета, и за 3 недели мы покупались всего лишь дважды. Но всегда хочется больше, всегда хочется лучше, всегда хочется теплее. И если есть возможность, то нужно это делать. А делать мы будем вот что. Мы задумали купить бассейн большего размера, как очень давно хотели, и поставить его в теплицу. Данный бассейн верой и правдой отслужил нам 4 года. Мы ему за это очень благодарны. Он показал себя очень классно, с ним не было никаких технических проблем, он не порвался, в нем нет ни одной дырки.
Он выдержал все мучения от целой толпы детей, поэтому бассейны Intex каркасные можно смело рекомендовать. Это очень прочные изделия. С ними ничего не случается, даже вот за 4 года эксплуатации. Прыгаем в наш атлас и едем покупаем новый бассейн. 488 на 252 на 107 мы взяли себе. Огромный прямоугольник метровой глубины и будем ставить его в теплицу 3,5 на 6. А кто говорил, что Атлас не вместительная машина? Вещица размером в холодильник легко залетела в багажник со сложными сидениями. Еще и немного всякого хлама туда подкинули. Выгружаем, заматываем в пленку и немного постоит на улице. А тем временем будем начинать все это дело разбирать и готовиться к новому. Вот как-то так. Про данный каркасный бассейн все. Начинаем новую главу. Начинаем новый бассейн. Будем полностью переделывать основание и ставить его в теплицу. Поэтому продолжение следует. Кому интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!